Ну что ж, всех приветствую. Продолжаем на том, на чем мы остановились. На обзоре руд и не только. Мы рассмотрели основные руды. 5 видов основных руд. Также теперь мы рассмотрим и другие руды, которые будут вам встречаться. Соляная, натриевая, нитритовая, извините за ошибочку, грейзен, роговик, скарн, белый известняк, змеевидная руда, топазовая руда. Также будет встречаться аметистовая, аквамариновая, каменная руда вишневого цвета, но по большому счету это руда цветущие косточки вишни. Ларимарская руда, кварцевая жила и флюоритовая. Эти руды, остальные, вы из них будете получать не руды, а цветные, или сказать лучше, драгоценные металлы. Даже не то, что металлы, а камни. Наподобие вот таких. Сапфир, лунный камень, топаз, целестин, цеварит и другие. С ними вы можете ознакомиться непосредственно в GI, как их можно получить. Через книгу рецептов GI или же какими-то иными способами, если у вас есть другие моды на показ каких-то рецептов. Также рассмотрим сейчас термометр Галилео. Что он нам покажет? Это своего рода градусник, который можно использовать для просмотра погодных условий, температур. Вот он опускается. И вот. Показал центральную, что здесь нормально. Его крафт. Климат-контроль, вода и стекло. Климат-контроль делается из редстоуна, халцедонов и 2 кусочков золота. Рассмотрим климат-контроль. Что он делает и зачем он нужен. Вот, он показывает температуру, воду и, соответственно, воздушный поток. Если мы кликнем на другое место, он покажет уже другие показатели. Он нужен нам будет для подготовки к выплавке различных руд в дальнейшем. Так, а теперь мы рассмотрим следующий аспект игры. Что еще окромя руд нам добавляет данный мод? Данный мод нам добавляет различные инструменты, которые можно сделать. Аптечная ступа делается из 6 булыжника и деревянного шпинделя. Шпиндель делается из 1 палочки и 4 дубовых досок. Давайте его возьмем и посмотрим, что он может. Наша аптечная ступка. Сейчас я поставлю верстак и посмотрим наглядно, что и зачем нам нужно. Возьмем, к примеру, черную руду. Вот так мы ее ложим и получаем магнетит. Что мы можем сделать с этим магнетитом после того, как его получим? После того, как его получим, мы можем сделать магнетитовую пыль. Можем использовать магнетит вместо редстоуна для получения компаса. Как вы видите, он может заменять непосредственно редстоун в некоторых крафтах. Сам магнетит, как и его руда. Также, если мы сделаем магнетитовую пыль, мы можем увидеть, что есть блок магнетитовой пыли, железный блок пыли, тому как вот магнетит используется, и одна угольная пыль, железный блок пыли с использованием флюорита и, соответственно, блок нержавеющей стали. Блок пыли из мангалоя и инструментальной стали. Но к этому мы еще пойдем в будущих выпусках по поводу выплавки различных металлов и как она правильно делается. Если кто-то не разобрался или не понял, как она работает здесь, механика, все это мы рассмотрим. Также сейчас рассмотрим
окромя root, инструменты, добавляемые этим модом. Но рассматривать мы будем сейчас именно халцедоновые инструменты, которые нам дает мод. Потому что это самые простые и примитивные инструменты, которые можно сделать. Крафт у них максимально простой. Вот, две палочки и халцедон у топора. Чтобы получить халцедон, кликаем по нему и смотрим. Его можно получить из блока, а можно переезжать кремний. Кремний в начале игры получить можно без проблем. Кроме того, после того, как мы их получим, они, конечно, очень хрупкие, всего лишь что прочности 36, но уровень сбора урожая, как вы видите, 4. Это значит о том, что он будет очень быстро добывать. Сейчас я перейду в режим выживания, чтобы это все наглядно показать. Извините, не то. Вот, теперь я в режиме выживания. Подходим к нашей березе и вырубаем ее. Вот так вот быстро все у нас добывается. Халцедоновая кирка тоже имеет те же показатели, что и топор, но только ниже урон. Как вы видите, все остальные инструменты. Вот она у нас коса. Вот так вот. Если нажать Shift и левой кнопкой мыши, она у нас работает как ножницы, и при этом ее прочность не тратится. Но если ее использовать без шифта, она будет просто ломать траву. Так что в начале игры это самое то. Она также позволяет ломать листву. Давайте вернемся обратно в творческий и продолжим смотреть другие функции этого мода. Возможности. Вот мы вернулись обратно к нашей вкладке. Как вы уже заметили, здесь много чего добавляется. Есть, к примеру, универсальный восстановитель. Универсальный восстановитель делается из сгустка слизи и железной пыли. Он способен ремонтировать абсолютно любой инструмент. Давайте я сейчас покажу на примере. Возьмем наковальню, возьмем какой-нибудь инструмент и его немного, скажем так, испортим. Давайте возьмем даже, вот, я не знаю, деревянный. Вернемся в режим выживания и попортим инструмент. Чтобы показать о том, что работает абсолютно на любых инструментах. Вот она у нас попорченная лопата. И вот. Требуется 5 уровней. Но так как у меня отсутствуют уровни, я ее не могу починить. Сейчас я уйду ненадолго за кадр, чтобы здесь навести порядок. Так, ну вот. Я и навел порядок. Как вы уже заметили, взял немного продуктов питания. И на этой ноте мы, пожалуй, и подойдем к концу, после того, как покажу и объясню, как их готовить. Где-то я оставлял кубик лавы, но, похоже, я его уже убрал. Ну ладно, вернусь на то место, где был. Возьмем ведро лавы и разольем его, соответственно. Вот. Теперь приготовим сырой якитори. Жмем Shift правой кнопкой мыши. Мы получили достижение. Что такое климатическая плавка? Теперь свинину также выставляем. Это не то. Выставляем шашлык из кальмара и сырую рыбу. Чтобы ее собрать, жмем правой кнопкой мыши.
Вот он, приготовленный якитори. Его можно как в печи, так и зажарить возле лавы. Вот она, свинина у нас. Делается она палка и свинина. Якитори — это палка и курятина. Кальмар — это у нас палка и сырой кальмар. Рыба — это у нас любая рыба абсолютно. И палка. Тому, как, насколько я помню, можно еще и рыба-клоуна туда одеть на палочку. Сейчас возьмем палочку и возьмем рыба-клоуна. И игла-брюхо, соответственно. Где-то у нас верстак был, чтобы не спавнить в этом мире много верстаков. Воспользуемся. Нет. Рыба-клоуна и игла-брюха нельзя. Значит, я перепутал немножко с другим модом. Потому как у меня стоял другой мод, который добавлял эту функцию, эту возможность. Ну что ж, на этой ноте мы и завершим. Всем спасибо за просмотр. Счастливого дня.